войну втягивается еще сразу несколько стран. Что будет дальше и выстоит ли мир? Покушение на Зеленского. Как удалось предотвратить и кто или что спасло президента? Все детали и подробности. Кто задумал такое? Тюрьма разрушена. Политические узники режима на свободе. Кто нанесет финальный удар диктатору? Главный партнер Кремля в Европе жестко подставил своего бункерного друга. Раскол? Как ответит Путин на предательство? Агенты украинской разведки в Иране. Точно это вброс, но для чего? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Иран нанес удар по территории Катара, целясь по американской авиабазе. Совет нацбезопасности в Тегеране заявил, что при атаке на базу Аль-Удейд в Катаре было выпущено ровно столько ракет, сколько США применили бомб по ядерным объектам Ирана. Это прямая и злая симметрия, политический месседж, зашифрованный в цифрах. Одновременно ракеты полетели и по базе США в Ираке. Агентство Reuters пишет, на авиабазе был объявлен режим полной боевой готовности. Персонал эвакуирован в бункеры. Америка ждала ответа. Президент Трамп находился в ситуационной комнате, и этот ответ пришел. Без прокси, без посредников, напрямую. Катар и Объединенные Арабские Эмираты закрывают свое воздушное пространство. На момент записи этого видео была информация об американской авиации в небе, летящей в сторону Ирана. Наверное, не только авиация туда полетела. Покушение на Зеленского. Россия активировала спящего агента в Польше. Сюжет как из шпионского триллера, но это реальность, и она становится все опаснее. Скандал международного масштаба. В Польше задержали российского диверсанта, который готовил убийство президента Украины. И не где-то в подвале, а прямо возле стратегически важного города Жешув. Туда, где идет переброска западного оружия, его и отправила Россия. Это те, кто должен был охранять стопов в нашей стране. И это их функционал. Вместе с тем они готовили покушение на нашего президента. По их преступному замыслу они подыскивали людей и должны были это реализовывать во время его перехода на территории офиса президента Украины. Этот человек не случайный фанатик, а законсервированный агент, которого завербовали еще при СССР. Пенсионер, бывший военный, десятилетиями ждал команды и вот получил ее. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, задержанный планировал покушение двумя способами. Либо ударить дроном камикадзе, либо снять Зеленского снайпером. Это не просто дерзость, это вызов спецслужбам НАТО, потому что операция планировалась на территории страны-члена Альянса. И все это под носом у польских властей. Польская контрразведка сработала на опережение, диверсанта вычислили и обезвредили. Иначе могли бы обсуждать гибель главы государства. И это не единственный заговор. Глава СБУ раскрыл еще одну попытку покушения, на этот раз изнутри. Украина разоблачила полковника, который работал на ФСБ. Он напрямую сотрудничал с 5-й службой российской разведки, той самой, которую до недавнего времени возглавлял генерал Сергей Беседа. После провала на украинском направлении Путин его убрал, но, как говорит Малюк, Беседа остается в системе, теперь в роли советника. Полковник украинского управления госохраны, человек из президентского окружения, по данным следствия, тоже участвовал в плане убийства Зеленского, причем прямо в здании офиса президента. За этим заговором следили почти 2 года, и, по словам Малюка, его участники готовили также атаки на главу украинской разведки Кирилла Буданова и самого Малюка. Россия, по словам украинской стороны, активирует старые сети, ставит на предателей внутри и бьет по высшему руководству страны. И это уже не первый раз. С начала полномасштабной войны на Зеленского пытались покушаться как минимум 10 раз. Фронт открывается в новом российском регионе. Огонь в Ростовской области. Там пылает после удара минувшей ночью, предположительно, украинским дроном по объекту в Каменском районе. Геолокация указывает на комбинат «Атлас». Это ключевой объект системы Росрезерва. Специализируется он на подземном хранении нефтепродуктов. Стратегических запасов топлива для армии РФ, в том числе для нужд на оккупированных регионах Украины. Мы поговорили с военным аналитиком и экс-сотрудником СБУ о том, чем важна
нужна эта база именно сейчас. С апреля месяца Украина перестала бить по нефтебазам Российской Федерации. Мы их не видим просто. Если там февраль, март 2025 года мы видели просто там они палали ежедневно, там, ну не ежедневно, а ежемесячно, там 3-4 нефтебазы стабильно горело. Не то, что нефтебазы, нефтеперерабатывающие комплексы целые, НПЗ, предприятия, то потом наметилась какая-то пауза. И я не знаю, чем это связано. Скорее всего, какая-то, не знаю, там была договоренность, не знаю, с Российской Федерацией. Мы не бьем по вашей энергетике, вы не бьете по нашей энергетике. Но вот в последние недели Украина уничтожает что? Даже не НПЗ, уничтожает подвижные составы, а уничтожает с использованием дронов уже не первый состав с топливом, который идет по новооккупированным территориям Российской Федерации. Ну, вот наши украинские территории, Запорожская область. Дроны догоняют эти составы, атакуют, все горит, все разливается. То есть не НПЗ, но с другой стороны уже готовая продукция. На спутниковых данных Фирмс зафиксированы термоточки, то есть возможные последствия удара. Спутник зафиксировал разливы и горение. По подтвержденной информации, комбинат атаковали вместе с другими объектами в области. Формально это все еще Россия, но по факту фронт подползает все ближе. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Москва обвиняет еще одного своего партнера в предательстве. Сербия резко останавливает экспорт боеприпасов после того, как Россия публично обвиняет Белград в тайной поддержке Украины. Заявление президента Вучича прозвучало спустя всего несколько часов после жесткого вброса. Служба внешней разведки РФ заявила, что Сербия тайно снабжает Украину боеприпасами, используя серые схемы. Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Это позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств. Все в шоке, даже Песков говорит, все решим, а Сербию накажем обязательно. Эта тема поднималась и в контактах с сербскими друзьями, и были даны соответствующие заверения. Вот, поэтому мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры. Глава службы разведки нажаловался российским журналистам, что его никто ни про что не предупреждает. Вот и США не предупредили, Сербия не предупреждает, но вот для США телефон всегда заряжен. А ЦРУ предупреждал, и американцы предупреждали вас об ударе по иранским? Нет. А вы знали сами по своим разведданным? Об этом я не скажу. Спасибо. А вообще, как часто вы будете, последний вопрос, как часто вы будете общаться с главой ЦРУ по вашей линии? Когда это потребует. То есть трубку в любой момент можете снять? Созвониться можно, договорившись, в любой момент. По заявлению полиции Ирана в Исфахане задержаны сотрудники ГУР Минобороны Украины. Они пытались провернуть диверсию на авиационном исследовательском центре. Якобы. Местная государственная пресса рассказывает, что злоумышленников задержали на месте преступления. Но точных деталей нет, фамилии, принадлежность, военная роль пока не уточняются. Арестованы 3 агента украинской разведки в Исфахане во время попытки атаки на исследовательский центр по производству дронов «Шахед». Тасним Ньюс – официальный рупор корпуса стражи исламской революции. Любая подобная публикация сразу же воспринимается как пропаганда, особенно сейчас. При этом украинская сторона никаких заявлений о подобных задержаниях не давала. Нет имен, нет доказательств. Похоже на классический зачетный информационный вброс. И становится интересно, для чего этот вброс появился именно сейчас. Мы спросили об этом у экс-сотрудника службы безопасности Украины Ивана Ступака. Это настолько тяжело, настолько сложно, потому что Иран – это очень закрытая страна, даже больше закрытая, чем Российская Федерация. Там нужно знать перский язык, местное наречие. И если ты иностранец, сразу же бросается в глаза. И сразу же о нем донесут в местную спецслужбу, корпус стражи исламской революции, и сразу же эти люди будут задержаны. То есть, если мы говорим об украинских гражданах, если это, не знаю, там какие-то местные партизаны, если это, не знаю, люди, которые работают на израильскую разведку, то, в принципе, обвинить Украину, окей. А что это даст? Вопрос. Что это даст Ирану? Какую-то злость, и Иран передаст ракеты Российской Федерации, чтобы атаковать Украину?
Ну, как вариант, но оно не сильно взлетает. С другой стороны, эти самые ракеты, которые в теории может получить Российская Федерация, сейчас очень нужны самому Ирану. Ядерный объект разнесен в щепки. В зоне поражения оказался ключевой элемент иранской ядерной программы в Исфахане. И все это в считанные минуты в рамках масштабной воздушной операции. Также под обстрел попала печально известная тюрьма Эвин в самом Тегеране. Точечный удар по воротам фактически показал, что теперь все политические заключенные получат свободу. В настоящее время мы продолжаем наносить ущерб и лишать иранский режим возможности запускать и производить ракеты. В данный момент самолеты военно-воздушных сил углубляют удары в районе Тегерана, уделяя особое внимание командным штабам КСИР, все элементы угрозы государству Израиль. Кроме того, армия обороны Израиля атаковала сразу 6 иранских аэродромов на западе, востоке и в самом центре страны. Это не точечная операция, а настоящий военный удар в сердце иранской военной инфраструктуры. Словакия на грани серьезного политического раскола. Премьер-министр Роберт Фицо бросил в общество громкую идею отказаться от НАТО и сделать страну нейтральной. Но народ не поддержал. Более половины словаков сказали категорическое «нет». Вот в чем суть. Фицо предлагает Словакии выйти из Североатлантического альянса и полагаться только на собственную армию. Поддержка только у его сторонников, а в целом по стране провал инициативы. Почти 51% опрошенных против. За всего 30%. Остальные либо не определились, либо промолчали. Это не просто цифры, это удар по авторитету премьера. Особенно жестко ответили оппозиционеры. У них поддержка нейтралитета мизерная. А вот избиратели самого Фица и ультраправых, наоборот, идею одобряют. Получается, страна буквально разрывается на части. Половина за НАТО, половина мечтает о нейтралитете. И пока премьер мечтает о военной самостоятельности, президент Словакии Пеллегрини уже публично его осадил. Назвал идею опасной провокацией, которая дестабилизирует страну. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца это видео. Спасибо вам за доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом пока все. Хорошего вам дня, до новых встреч и хороших вам новостей.